Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я приглашаю вас в очередной свой вязальный влог. Я покажу, как прошла моя неделя. Забегая вперед, скажу, что прошла она хорошо. У меня есть готовые изделия и новые проекты. Небольшая покупочка и также небольшое творчество, которым также я занимаюсь вместе с дочкой в преддверии новогодних праздников. Давайте обо всем об этом сегодня и поговорим. Я вязала, мне захотелось повязать из пряжи, которую мне подарила моя вязальная подружка Леночка с канала Вязалки Провинциалки. Такая вот пряжа. Здесь в составе Super Kid Mohair, альпака, вискоза и полиамид. Здесь такие красивые шишибриковые люрексы. Ниточка пушистая. И к этой нити я решила добавить пряжу, которую мне подарила моя подписчица Елизавета. Здесь Super Kid Mohair, альпака и полиамид. Ниточка тонкая, но у нее классный очень расход, очень экономичный. 25-граммовые моточки, но у меня даже 2 мотков не ушло на джемпер. И я решила связать себе джемпер. Сначала я хотела кофточку связать, потом решила связать джемпер. Знаете, такой базовый, простой, чтобы и в первый мир, как говорят. И я связала джемпер, выбрала очень красивый узор. Шарики, кружочки, кто-то сказал соты, но это не сот, это не узор сот, это совсем другой узор. Вот так он переливается. Мне нужно, чтобы он был легкий, теплый, воздушный, приятный. В принципе, связан он очень просто, простая здесь конструкция, модель со спущенным плечом. Да, то есть мне нужен был узор именно, чтобы он был не ажурный, а плотный, ненавязчивый. В общем, мне все нравится. Посмотрите, как красиво переливается при искусственном освещении. Полностью связано таким узором. Сейчас я вам не покажу на себе это изделие, потому что я еще пока не фотографировала, но более подробно о нем мы поговорим в отдельном видео. Я планирую сделать мастер-класс на вязание узора, потому что меня просили, чтобы я научила, как он вяжется. Действительно, очень интересный узор. Мне понравился. Вот. Легкое, теплое, воздушное, то, что нужно. То, что нужно. Все так достаточно простенько. Обработка здесь айкордом, спицами на 2 петли. Все очень аккуратненько. Я его примеряла. И что я решила? А что у меня будет только джемпер? Вот сюда просто просится связать юбку. Я в своем телеграм-канале показываю, ну иногда, если мне какие-то интересные идеи попадаются, я тоже делюсь и добавляю в свой телеграм-канал, чтобы и у меня где-то можно было потом, да, найти эту информацию, полистать, да, то, что я сохраняю. И я добавляла костюмы, разные вязаные костюмы, именно с юбкой. И вот там был костюм, вот таким вот связан узором джемпер и юбка. И я на протяжении всего времени, пока я вязала этот джемпер, у меня вот просто в мыслях: надо связать юбку. Хочу юбку средней длины. И что я решила? Я вспомнила, что у меня близко вот к этому цвету у меня есть пряжа. Тоже очень классная пряжа. Здесь 50% Baby альпака и 50% меринос. Полностью натуральный состав. Вот посмотрите, вообще замечательно подходят друг к другу. Я вязала платье. Вот. И нужно мне
Осталось тут у меня 270 граммов, по-моему. Ну, на юбку мне хватит. И я думаю, вот либо вот так сочетать, сделать юбку с блестинкой, либо вот так сочетать, сделать юбку просто теплой. Ну, и недолго думая, взяла спицы. Ага, уже спустила. Взяла спицы и попробовала связать небольшой, да, так скажем, образец. Вот здесь с блестинкой, дальше идет без блестинки. Ну, я решила, что, конечно, надо, пусть будет вот так. Она будет плотненькая, тепленькая. Ну и в сочетании к моему джемперу пусть она блестит так же, как и сам джемпер. Что ж мы будем лишать ее лоска и блеска. Хочу юбку не короткую, я бы, может быть, длинные, вот прям вот до пят я не ношу. Наверное, средней длины, но с разрезом, обязательно с разрезом, ну, потому что, да, эта юбка получится карандаш. Юбку я буду вязать прямую. У меня есть, кстати, на канале подробный мастер-класс вязания юбки, прямой юбки с выточками. Разрез у меня по центру. А здесь я буду делать разрез по ноге, но вязать ее длиннее. Я в прошлом году вязала себе, когда костюм красный, Вива, из Лидии. Тоже у меня и юбка с разрезом, но здесь я хочу юбку еще длиннее сделать и разрез. И я вот прям в ближайшее время начну. Очень, смотрите, какой пушок. Вот эта пряжа, она же тоже такая классная, мягкая, приятная и очень теплая. И вот эти две пряжи, они очень хорошо сочетаются. Такой сразу же пух. Думаю, вот как раз то, что надо. Юбка нужна поплотнее. Неважно, какая погода сейчас. Все равно уже ходят в вязаных юбках. Как бы все равно прохладно. Придет зима, никуда не денется. Ну, немножко где-то она заблудилась, но она придет. Вот это в ближайшее время я тоже хочу начать и вязать. Потому что, в принципе, вязание юбки, оно будет несложным, особенно когда ты начинаешь. Вязать я буду, скорее всего, либо резинкой, либо полупатентной резинкой. На мой взгляд, сюда это очень хорошо подойдет. И как бы, да, то есть это такой процесс пока, то есть до выточек. Потом выточки вывязать, пояс, то есть здесь вообще все замечательно. Почему снизу? Можно было бы сверху начинать. А может быть и сверху начну, подумаю. Может быть и сверху действительно начать, потому что потом же я могу разделить на разрез. Ну, в общем, посмотрим как. Пока вот в задумках вязать юбку. Дальше второй старт, который я начала. Покажу вам только пряжу. Почему? Потому что совсем скоро вы увидите в отдельном видео этот мой старт, который вяжется в рамках проекта «Новогодний креатив». И там я вам подробно покажу и отчитаюсь перед вышестоящим руководством о своей проделанной работе. У меня сочетание. Я показывала вот эту пряжу. И я добавила ниточку мериноса. Просто шикарное сочетание. Мне очень нравится. И вяжу и интересно, и с удовольствием. И очень нравится вот этот золотой цвет. Как он мне нравится. Просто обалденный. У меня был такой джемпер. Вот здесь вот с ажурным узором. Я его отдала. И у меня тоже вот такая золотинка. В общем, что-то я подзабыла, но мне очень тоже идут такие цвета. И он действительно очень нарядный получается. И блеск благородный. И еще один старт, который я начала из пряжи, которую мне подарила Наташа Фадеенко. Шикарная пряжа ручного окрашивания. Здесь 70% меринос, 30 ПА и в 100 граммах 400 метров.
это шнурок, он очень мягкий, воздушный. Здесь интересные переходы. У меня 4 пасмы, я перемотала 3. Но мне кажется, что и 2, наверное, хватит пасм на джемпер, который я задумываю вязать. Я хочу джемпер. Я думаю, что он будет такой теплый, уютный, мягкий, приятный. Я не могла удержаться, мне настолько хочется начать этот процесс, посмотреть, как вообще выкладывается эта пряжа, как из нее вяжется. И я говорила о том, что у меня есть уже задумка. Когда я эту пряжу получила и мотала, у меня появилась задумка. Я ее буду сочетать вот с такой пряжей. Это пряжа Ланероси от Ланероси Air. 80% ягненок и 20% ПА. У меня такая пряжа вот в 2 цветах, бежевый и ярко-бирюзовый. Она, знаете, вот вроде бы, да, ягнята, но все-таки она такая слегка шершавенькая, все-таки это пряжа. Но мне она нужна для, так скажем, колорита, и мне, в принципе, подойдет. Ее и немного нужно. Я вязала из нее жилет. И жилет, кстати, тоже я отдала из этой пряжи. Давайте посмотрим, что я тут начала вязать. Что я тут такое интересненькое начала вязать. Так, сейчас. Смотрите. Ну, согласитесь, вообще класс, да? Я тут сама вдохновилась от своих работ. Был период, по-моему, да, в Дзене у меня есть статья. Был период, когда я вязала все жаккардом. Так я полюбила эту технику. У меня везде, во всех изделиях она присутствовала. И даже я там показывала, что у меня тоже на тот момент была собака, тоже порода чихуа, такой мальчик, и у него тоже были джемперочки, свитерочки, связанные в технике жаккарда. И я так вдохновилась своими работами, что я решила опять, да, вернуться к этой технике. Но я к ней потихонечку возвращаюсь, в жаккардовых кокетках. Ну вот вообще классно смотрится. Сложно здесь было вязать вот эти вот ряды резинки, потому что одна через одну петлю, и идет здесь вот этот основной цвет. Вот этот основной цвет идет лицевая, а дополнительно она идет изнаночная, да, вязание резиночки. Вот эти вот ряды мне, конечно, дали сложно. А потом, когда перешла на жаккард, ну просто как песня. То, что сейчас получается, мне очень нравится. Я вяжу снизу джемпер, но я решила попробовать одну технику. Я на самом деле вязала в этой технике только однажды в своей жизни, много-много лет назад. Давным-давно я пробовала. Ну, в общем-то, я вам расскажу об этом изделии. Ну вот, очень мне нравится, да, тут по кругу, да, такой узор. Вот это у меня будет такая кайма, а дальше пойдет уже вязание вверх. Я перешла на эту пряжу, вот реально. Я когда перемотала, говорю, вот похоже на земной шар. Расцветки нашей планеты Земля. Очень, конечно, мягко, приятно вязать. Вяжу. Вот такие вот у меня начинания. Надо начинать еще процесс вязать дочке. Никак я не настроюсь на вязание шоколадного цвета. Я ее уговариваю на люрекс пайетки. Она сказала нет. Я сказала нет, мне только вот чисто такой джемпер.
но надо все-таки его начинать вязать. И маленькая покупочка, да, про которую я вам обещала рассказать. Я вязала шарф, к нему связала шапку, но к такому шарфу шапка получилась, на мой взгляд, простоватая, хотя в ней комфортно, можно, вот когда тепло, то как бы в ней очень даже комфортно в этой шапочке. И я думаю, нет, куплю я все-таки еще один моток кашмира и свяжу себе шапку, может быть даже не одну, может быть варежки еще свяжу. Да не тут-то было, этой пряжи нет в наличии. Если есть, то продается упаковками, а там цена такая, мама дорогая, зачем мне упаковка этой пряжи? Думаю, ну ладно. И вспомнила я, что все-таки изделия из ангоры, именно аксессуар, они смотрятся очень классно. И решила взять бобинку ангоры. Здесь 60% ангоры и 20 ПА. Ангор 60, она так и называется. 700 метров в 100 граммах. В 2-3 нити, в 2-3 сложения можно вязать. На образце было показано, что пух там вообще замечательный. И я хочу связать себе шапку именно вот из ангоры. Посмотрю, как оно будет. Как она вообще, какая она. Конечно, цена у ангорки очень дорогая. И у меня тоже есть вот кофточку белую я вязала с круглой кокеткой из ангоры. Она летит. Я надеваю ее с юбкой, у меня юбка вся-вся-вся в пуху. Вот это мне не нравится. А в аксессуарах, в принципе, меня устраивает. Самое главное, чтобы не было вот очень много, чтобы не летало вокруг. Вот такую бобинку я взяла на пробу и буду вязать себе шапочку. Пока еще не знаю, каким узором, но вот хочу связать. Еще про творчество. В преддверии Нового года дочка мне говорит: мама, давай делать свечки. И я решила в этом году купить вот такие жестяные баночки, контейнеры под свечки. И мы с ней делали аромасвечи. Это на пробу я взяла. Мы сделали с ней аромасвечи. Она все варила в этот раз в одно, но сейчас в одной она у меня немножечко присыпала сухоцветов. И мы с ней готовимся. Она хочет подарить некоторым учителям вот изделия своей ручной работы. И видите, вот я тоже вспомнила, что в прошлом году делала аромасвечи. Но здесь деревянный фитиль у меня. И он там и написано было потрескивание, как когда в камине горят дрова. А здесь у нас фитилечки обычные. Решили вот попробовать иначе. Очень понравилось, кстати. Фитили отдельно купила с центровиками, потому что надо центровать, чтобы был по центру этот фитиль. Ну вот, очень приятно. Очень приятный аромат. Легкий, нежный. И сейчас, особенно вот когда темно, мне так нравится, такой аромат приятный идет. И я вот в последних видео решила эти свечки вспомнить про них. Еще что удобно, что с крышечками. Когда горит свеча, потом крышечкой накрываете, и все, она потухла. Вот такие подарки. Она еще просит мыло сделать, но надо еще найти хорошую мыльную основу. Я еще пока этим не занималась. Вот мы сделали с ней 3 таких аромасвечи. Ну, еще, наверное, и мыло сделаем. Вот так прошла моя неделя. Ну, а я перехожу в новую неделю, а значит, будет новый влог. И мы с вами скоро, совсем скоро увидимся. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.